Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. Сегодня я взялась, все-таки решила делать джинсы. Есть у меня одна задумка. И вот полезла в закрома, смотрите, что нашла. А в закрома полезла искать образец как бы вышивки самой. Помню, что у меня где-то было, чтобы мне было перерисовать откуда. И вот нашла вот такую красоту. Это просто чудо. И вот эти старые страницы, у меня их всего 2, мне отдали. Досталось случайно совершенно. Отдали люди, разбирали тоже там подвал. И вот такая прелесть, как это выкинуть. И хорошо, что нашлась я, которая это забрала. Вот. А это приложение к журналу «Работница». Я полистала вообще тоже, так прям поностальгировала. Девочки, кто там меня, мальчики смотрят, если... Это вообще, вот у меня такая любовь к Советскому Союзу, я вам не могу передать. Я настолько, я прям тоскую как по родине, как будто я вдали от родины живу, понимаете? Все сейчас то, что вокруг меня окружает, ну, в большинстве своем, да, как вот я слышала один раз такое выражение, вот хочется встать на цыпочки, чтобы дерьмом не захлебнуться. Тяжело жить. О, вот это как раз, это то, что мне нужно. Как раз это мне нужно. На джинсы я перерисую этот узор и буду делать аппликацию. Ура, 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 нашла. Так, а вот эту вот образец вышивки, вот этот вот рисунок, да, я вышивала на сумке вязальной ниткой, ну как шнуром, вот нитку для вязания прокладывала и пристрачивала зигзагом. Кстати, получилось прям обалденно на джинсе. Классно смотрится. Так. Вы знаете, вот смотрите, это советы, как из пальто сшить сарафан. Советы для экономных хозяек. Все-таки как все раньше было вот по-доброму, как-то для народа, вот это вот воспитание и дети, и все. Люди были ведь совсем другие были люди. Как я скучаю по тем людям, по доброте, очень скучаю. Ой. И вот хотя все сейчас в интернете есть, да, но, ну не знаю, ну никакой интернет не сравнится вот с вот этим звуком шороха, когда шуршит бумага. Как я люблю книги, журналы. Я просто обожаю. А еще если что-нибудь такое старенькое, ну это вообще просто бальзам на душу. Листаешь и прям вот приятное какое-то тепло разливается. Вот, смотрите, практичная хозяйка. Переделывать как мужские рубашки. Все уже давно до нас придумано. Не один раз уже это слышим мы, да, выражение, что все давно. Да. Вот, пожалуйста, из платков, смотрите. Это все было еще раньше, когда я была маленькая. Сейчас все это опять возвращается, все у нас по спирали, да, все возвращается, и мода, и все. А теперь я и не знаю, ну, если не о моде говорить, то что к нам возвращается? Крепостное право скоро вернется. Ладно, не будем о грустном. Вот вышивка. Вот, смотрите, скоро в школу. Пожалуйста, фарточки. И все с выкройками готовим. Пожалуйста, переснимай, шей. Какая прелесть. Как мне сестра рассказала, говорит, ну ты же любишь у нас всякое старье.
Такая история. Это когда мне на юбилей, когда мне 50 лет, юбилей гуляли, и мама мне, значит, подарила, поздравляла меня, когда она подписала открытку. А открытка была еще с советских времен, но она была не подписанная, чистенькая, новенькая, но она вот лежала много лет, и мама мне ее подписала. Но я хочу сказать, что ничего на свете нет дороже для меня, чем вот эта старенькая открытка. Вот правда, такое ощущение, как будто бы я держала в руках детство свое. Такое у меня было чувство. Очень-очень приятное. Вот, смотрите, вот кружево всегда в моде. Тоже. Ой, я прям полистала, у меня сразу столько идей опять в голове. Я не знаю, у меня прям мозг разрывается от идей. Просто разрывается, прям хоть бери, с работы увольняйся, девчат. Вот, посмотрите, какая выкройка. Ой, это, господи, выкройка, образец. Рисунок вышивки. Вот. И вот блузочки в народном стиле. Видите, блузки, рубашки в народном. Сейчас же опять все это очень модно. Очень-очень модно. Мне, кстати, сегодня сын стирал вещи, а у меня такая красивая кофта с вышитыми розами была белая. Ну, и он постирал ее там с красными штанами. Ну, как в машинке было, он своих подкинул вещичек и простирнул. И вот, а я теперь второй раз уже кручу эту кофту. Не знаете, как мне ее отстирать? Она от штанов покрасилась, такая стала какая-то нежно-розовая. Но меня, конечно, это не устраивает. Вот я разок постирала, не отстиралась, еще раз закинула. Вот такая книжечка мне еще досталась. Тоже я вот стала листать, думаю, вот, пожалуйста, куча идей, что можно шить сейчас. Вот, смотрите, пожалуйста, салфеточки всякие разные, или как оно сейчас называется, ланчматы, да? Некоторые не любят это иностранное слово. Вот, красота, лошадки, кружавчики, воротнички. Ой, какая прелесть вообще. Ой. Так, ну, здесь вот какие-то тоже отдельные странички. Что там мода? Таллин. А здесь показывает Ташкент. Да? А какие и платья, смотрите, с рюшками. Какая красота. Так, это тут поделки какие-то. Ну вот все там 83-й, 88-й год. Но все равно уже это старенькая. Уже старенькая. Очень-очень приятно было полистать. Вот и я не удержалась. Думаю, поделюсь с народом. Может быть, кто-то тоже поностальгирует так же, как я. Ой. Так что вот. Буду делать джинсы я сейчас. Меня вдохновило видео Валентины Никиты. Она показывала, ну, кусочек, я не помню, сумку она, по-моему, там сделала, как она темную джинсу, под низ светлую, и нарисовала узор, вырезала потом, вернее, прострочила и потом прорезала, вырезала ножничками, чтобы вот белое снизу было видно. И я прям сразу загорелась и думаю, у меня есть джинсики одни, темно-синие. Я как-то раз с дачи бежала с тележкой и посреди дороги растянулась, дорогу перебегала, споткнулась. Вот, и прям новые джинсы, коленку как-то вот протерла об асфальт. Ну, я их так вот одевала там несколько раз на работу, но неудобно, все-таки видно вот эту вот коленку. А теперь думаю, сейчас я эти джинсики исправлю вот этими узорами всеми, разошью. И будут у меня классные, не такие, как у всех, джинсы. Вот.
Так что я сделаю, обязательно вам покажу и поделюсь с вами. Вот такие вот дела. Ну все, наверное, я закругляюсь. Там уже особо так ничего интересного. А, это вот я ксерокопировала, по-моему. Да, это вот, которые в начале были цветные картинки. Очень жалко мне, что они рассыпятся. А платья там вечерние очень красивые. Я их ксерокопировала. Вот. Ну, не буду отнимать ваше время больше с этими журнальчиками. Слишком уж много. А, вот еще, кстати, смотрите, тоже мне понравилось. Это вот, видимо, были такие наборы раньше. Видите, прям как фотография с костюмом. А здесь, пожалуйста, выкройка с размерами, описание. Классно. Я такого, честно, если не видела раньше. Это вот только здесь мне попалось. Наверное, я еще в то время была маленькая, не интересовалась. Ну как, если это 83-й год, ну да, в школе училась. Я в 88-м закончила 10 классов. Вот. Как-то я еще в то время... Нет, ну я немножко там что-то шила, припоминаю, но не до такой степени, как сейчас. Вот, видите, 88-й год тоже детский журнальчик. А, нет, по-моему, только детский. Вот. Ну, ладненько. Пойду заниматься теперь штанишками. И покажу вам, ну, уже в следующем видео. А это так, немножечко вам тоже болтовни моей закину. Ну вот, пожалуйста, вот пэтчворк. Так, ну все, прощаюсь, все, не буду больше отнимать ваше время. Всем всего хорошего, всем пока-пока. Пошла я делать джинсы. Всех люблю, целую.